Много лет я работала в банке, и все то время, пока я там работала, я мечтала, как я там работать не буду, а буду делать то, что я хочу. И сейчас я расскажу о своей первой попытке реализовать это намерение. Зовут меня Ирина, фамилия моя Александрова, и это канал про рост сознания. Пока я работала, я говорила, что я работаю только исключительно из-за денег. И если у меня их будет достаточно, то я ни дня больше на работу ходить не буду, а буду заниматься тем, что я хочу. Я мечтала, как я выиграю в лотерею или получу наследство, или заработаю достаточно, чтобы инвестировать и сформировать себе маленький пассивный доход, который позволит вести мне жизнь скромную, но счастливую, потому что я буду делать то, что я хочу. А еще я думала, что вот если я заболею какой-нибудь жуткой болезнью, то тогда я с полным правом точно уйду с работы, и оставшееся мне время буду заниматься тем, что я хочу. Так я работала, мечтала, и параллельно я очень много бухала. То есть буквально все выходные, праздники и отпуска я проводила в пьяном виде. И живя такой жизнью, накануне своего 45-летия, то есть 5 лет назад, я обнаружила себя в состоянии, которое можно назвать нервный срыв. То есть при мысли о том, что надо идти на работу, я начинала рыдать. А еще у меня пропал навык собираться на работу. Ну вот, скажем, решаю я надеть носки, и я пытаюсь это сделать, и спустя полчаса мне это удается. Я чувствую себя полностью измотанной, и уже ни о каких совещаниях, созвонах, отчетах и чем там еще люди в банках занимаются, речи уже не шло. То есть я физически не смогла продолжать, и я уволилась. И вот в моем телефоне, в почте, в мессенджерах наступила тишина, и пришло время делать то, что я хочу. Что я стала делать? Ну, во-первых, я люблю готовить, я кучу всего приготовила, красиво сервировала, сфотографировала. Во-вторых, я привела в порядок свою старую квартиру. Почистила, помыла, все там реорганизовала, расхламила. В-третьих, я сделала ремонт в своей новой квартире, переехала туда и перевезла туда свою семью. Еще я прошла курс Анны Обуховой о причинах выгорания и о способах выхода из него. Прошла курс по снижению стресса Кабадзина. Прошла медицинское обследование, сдала анализы, прокапала себе капельницы, чтобы восполнить все дефициты. И отдохнула. Я поспала, погуляла, почитала книгу, послушала музыку. Так прошло 6 месяцев, и я увидела, что вот у меня было полгода, а я так и не поняла, что я хочу. То есть это пустота и нереализованность, которые были внутри меня, они никуда не делись. И я пошла по тому пути, который я знала, поскольку я отдохнула, и способность собираться на работу у меня восстановилась, то я вышла в офис, в очередной банк, и начала там снова бодро носиться по офису, как новенький тираннозавр Рекс. То есть можно сказать, что попытка моя не удалась, но она подсветила мне проблему, что дело, оказывается, не в работе, как я всегда думала, а в том, что я просто не знаю, что я хочу. И я начала думать, почему, по каким причинам мои желания от меня закрыты. И у меня родилось несколько соображений на этот счет. Я ими поделюсь в своем следующем видео. А пока спасибо за внимание и до новых встреч!